У человека и его лошади на протяжении всей жизни сложилась прочная связь. Когда мужчина лежал при смерти, он хотел в последний раз попрощаться со своим лучшим четвероногим другом. И то, что сделала лошадь, растрогало людей до слез. В молодости Роберто Гонсалес был волевым и физически сильным. К сожалению, во время службы в армии Роберто получил серьезную травму. Инцидент оставил его парализованным, и его отправили домой, где он получил медицинскую помощь. Но как бы хорошо с Роберто не обращались, никто не знал, сможет ли он когда-нибудь снова ходить. Тем не менее, он храбро боролся за свое здоровье и в конце концов начал восстанавливать контроль над своим телом. Не все вернулось на 100% в норму, но это было намного лучше, чем быть полностью парализованным. Поэтому он обратился к другой своей страсти — лошадям. До службы в армии он всегда любил лошадей и считал их невероятно красивыми и сильными животными. Теперь, когда у него было время и возможность, он полностью погрузился в свой новый проект. В течение следующих 30 лет Роберто разводил и содержал все виды лошадей. Его новое увлечение отвлекло его от невозможности вернуться в армию и дало ему новую цель в жизни. В то время как некоторые люди держали лошадей просто как домашних животных, для Роберто это было нечто большее. Он помогал их выращивать, ухаживал за матерями, пока они вынашивали жеребят, и даже присутствовал при родах. Позже он мог продавать их новым, любящим владельцам, но была проблема. Прощание с лошадьми никогда не было легким. Но это было частью его работы, и он принял ее, даже если она ему не нравилась. Справедливо сказать, что Роберто за эти годы познакомился с бесчисленным количеством лошадей, и со всеми у него сложилась невероятная связь. Но особенно выделялся один жеребец. У него была гораздо более тесная связь с ним, чем с любым другим животным. Это был большой коричневый конь по имени Мария. Он быстро вырос и сразу же подружился с Роберто. Мария повсюду следовал за ним и узнавал звук его голоса. Они были счастливы каждый раз, когда видели друг друга, и проводили много времени вместе. И, несмотря на свои огромные размеры, он все еще был любящим и ласковым, как когда-то был жеребенком. Со временем здоровье Роберто ухудшилось. Его беспокоили печень и почки. Он прожил долгую и тяжелую жизнь, и в конце концов его тело сдалось. Однажды Роберто сильно упал и был доставлен в местную больницу. Его тело становилось все более хрупким и слабым, и что бы ни делали врачи, весьма вероятно, что у Роберто осталось не так много времени. Больше ничего нельзя было сделать, и конец бедного храброго Роберто был близок. Конечно, ему было грустно, но он понимал и знал, что прожил хорошую жизнь. Но прежде чем покинуть этот мир, у него было одно последнее желание. Он хотел снова увидеть своего любимого Мария. Врачи надеялись оставить его в больнице для дальнейшего обследования, но, учитывая его хрупкое состояние, они поняли, что фактически заставляют его провести свои последние дни вдали от всех, кого он любил. Когда в больнице наконец поняли, как много значит для него возвращение домой, они согласились выпустить Роберто, чтобы он мог провести свои последние дни дома, где он чувствовал себя наиболее комфортно и счастливо. Скорая помощь отвезла его на ферму. Они выгрузили носилки из машины скорой помощи. План состоял в том, чтобы поместить его в доме, но у Роберто были другие идеи, и он попросил прокатить его по всему объекту. Он хотел увидеть всех своих животных. Тронутый его тяжелым положением, медицинский персонал согласился и начал медленно катать его. Большинство лошадей не обращали на него внимания, но Роберто улыбался каждой, вспоминая хорошие времена, проведенные с ними. Но была одна лошадь, которая очень интересовалась происходящим. Это была последняя лошадь, к которой они подошли. Хотя Роберто сейчас выглядел таким хрупким, худым и слабым, Мария сразу узнал его и был счастлив его видеть. Роберто поднял руку и нежно погладил Мария по носу, а затем провел рукой вверх
и вниз по голове гигантской лошади. Лошадь явно наслаждалась вниманием, и было очевидно, что связь между ними как никогда сильна. Но то, что произошло дальше, разбило сердца всех присутствующих. Когда Роберто снова опустил руку на край кровати, потому что слишком устал и был слишком слаб, чтобы продолжать поглаживание, Марио уткнулся носом в его ладонь, как будто лошадь просила больше ласки и больше времени со своим лучшим другом. Борясь с усталостью и слабостью, Роберто снова погладил лошадь. Затем Марио положил голову на тело Роберто и посмотрел ему в глаза, словно утешая его. Это был прекрасный момент между двумя старыми друзьями. Они простояли так несколько минут, пока все присутствующие плакали и выражали свои эмоции. Лошадь, казалось, явно почувствовала, что больше никогда не увидит своего старого друга. Наконец, Марио поднял голову, медленно повернулся и ушел. Роберто оставалось не так много времени на этой земле, но он был рад, что может провести последний момент со своим лучшим другом в его любимом месте. Теперь он мог спокойно умереть, вспоминая любимого Марио. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.